Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Пока вы смотрите это видео, Владимир Путин решает, кто же совершил теракт в Крокус-Сити-Холле. Следователи изымают с места преступления оружие, боеприпасы, которые в настоящее время осматриваются. Это были исламистские террористы или украинские террористы? Никак не может решить Владимир Путин. В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе 4 террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в Крокусе. Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы. После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. И, как вы понимаете, ответ на вопрос, кто стоит за терактом, Владимир Путин ищет не в материалах следствия. Нет, эти бумажки он скомкал, возможно, также высморкался в них или даже хуже, и выбросил их на пол. Материалы следствия, или то, что в России формально так называется, Путина вообще не интересуют. Он и сам такое может без проблем написать кому угодно. Путин, сидя в своем кабинете, энергично рассматривает другие документы. На этих распечатках результаты соцопросов и замеров общественного мнения в интернете, проведенных на скорую руку администрацией Путина. Путин пытается найти в них ответ на вопрос: хотят ли русские войны? Ну а если быть точным, не так русские, как россияне, и не столько войны, сколько новой широкомасштабной мобилизации. Но на этот раз Владимиру Путину намного сложнее продать россиянам горе и ярость благородную. Ведь сам Владимир Путин за прошедшие 2 года убил столько россиян, что они начали о чем-то догадываться. Привет! Я Арсен Цымбалюк, ведущий 24 канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня я объясню, почему кровавый теракт в Крокусе – это дело рук Владимира Путина. Я продемонстрирую вам те безумные несостыковки с реальностью, которые с первых же минут возникли в официальных версиях. Ну и, конечно, мы с вами попытаемся понять, какими будут последствия этого теракта. Прежде всего, объявит ли Путин новую, страшную мобилизацию в России? Чтобы правду о Путине и его грязных методах узнало как можно больше людей и до самого ужасного в этот раз не дошло, ставьте лайки и пишите комментарии под этим видео. Так вы поможете его распространять. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас, чтобы сразу знать правду, когда Путин устроит следующий теракт. Если устроит. Давайте начинать. Вечер, снова концерт и снова аншлаг. Обстоятельства теракта в Крокусе один в один напоминают то, что происходило в 2002 году в театре на Дубровке. Владимир Путин 3 дня позволял террористам хозяйничать в этом здании и спустя 3 суток героически приказал героическому спецназу героически убивать всех, не считаясь с жертвами среди зрителей. Так сказать, чтобы жертв оплакивала вся страна. Ну а чтобы по итогам теракта этих жертв не было слишком мало в масштабах великой державы, Путин попросил своих силовиков чем-то перестраховаться. И спецназ, доблестно выполняя указания хозяина, заботливо закидал помещение с заложниками газом, отправив на тот свет десятки заложников, которых они вообще-то должны были спасать. В итоге Путин смог впрыснуть своей целевой аудитории новую дозу ярости благородной. Дорогие соотечественники, в эти дни мы вместе пережили страшное испытание. Это международный терроризм. Пока он не побежден, нигде в мире люди не могут чувствовать себя в безопасности. Но он должен быть побежден, и он будет побежден.
По итогам своей кровавой постановки в театре на Дубровке Путин окончательно развязал руки своему репрессивному аппарату и вообще силовикам. Со временем ему удалось добить вооруженное сопротивление во временно оккупированной им Ичкерии, поднять собственные рейтинги и продолжить уничтожение СМИ. Ведь СМИ, они всегда задают какие-то непатриотичные вопросы и выдвигают какие-то непатриотичные версии. В этот раз, спустя 22 года, проделать точно такой же трюк, вообще не напрягаясь со сценарием, очень хотелось, но не получилось. Конечно, сразу же стали появляться вопросы. Где охрана? Где полиция? Это же огромный концерт-холл, который всегда отлично охраняется. Где хоть кто-то, кто пытается остановить террористов? А теперь внимательно следим за руками, дорогие друзья. Первое сообщение о том, что в Крокусе стрельба, опубликовано самыми оперативными российскими пропагандистами агентством РИА Новости в 19:28 по московскому времени. Запомните это время – 19:28. Знаете, в котором часу возле Крокуса впервые появился спецназ? В 20:29. Вот это сообщение тех же РИА Новостей. Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания Крокус Сити Холл, эвакуируют людей и ведут поиск преступников. Ну а теперь самое интересное. Знаете, на каком расстоянии от Крокуса находится ближайшее здание с силовиками? В 1 минуте. Это пешком. Вот карта, на которой в верхней части изображения мы видим Крокус Сити Холл и ту самую парковку, где спустя целый час появился спецназ. А в нижней левой части изображения мы видим Главное управление региональной безопасности Московской области. То есть это, по сути, Министерство внутренних дел в составе так называемого правительства Московской области. Если мы зайдем на сайт этого ведомства, мы увидим, что оно создано именно в целях реализации государственной политики в сфере обеспечения безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики правонарушений, профилактики и противодействия терроризму и экстремизму. Но тут не то, что никакой профилактикой не пахло, тут и противодействия никакого не было. Они целый час не замечали ни сообщений о теракте во всех российских СМИ, ни пожара в соседнем здании, который видно было, кажется, из космоса. И представьте себе, даже Путин не мог до них дозвониться. Ведь Путин знал обо всем уже в первые минуты, как сообщил миру путинский Песков. Путину в первые минуты произошедшего в Крокусе было доложено о начале стрельбы, сообщил Песков. Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания, сообщил пресс-секретарь главы государства. Но ни СМИ, ни Путин, ни пожар не смогли повлиять на скорость прибытия подмосковного спецназа на место крупнейшего за 20 лет теракта. Кстати, с этим пожаром картина вообще потрясающая. Получается, что террористы ворвались в здание концерт-холла, спокойно походили по зрительскому залу и многочисленным лобби, беспрепятственно застрелили огромное количество посетителей, но им этого показалось мало. Они решили еще и поджечь здание. Но почему-то не сам зал с людьми, которых они так активно убивали, а именно крышу здания. По удивительному стечению обстоятельств у террористов как раз оказались с собой емкости с горючим, которые очень удобно поместились в их рюкзаки. И вот как-то так этот пожар неудачно разгорелся, дым как-то так неудачно дул, что спецназ не мог найти террористов в здании на протяжении целых 3 часов. Только в 23:38, спустя 4 часа после начала теракта, выяснилось, что террористы, оказывается, покинули место преступления. Более того, покинули на том же автомобиле белого цвета, на котором
в Крокус и прибыли. Террористы, участвовавшие в теракте в Крокусе, предположительно скрылись на белом автомобиле «Рено». Фото машины есть в распоряжении РИА Новости. И это при том, что у российских силовиков есть круглосуточный доступ ко всем камерам наблюдения в общественных местах Москвы и всей области. И это при том, что все силовые органы Москвы и области сразу же после теракта были подняты по тревоге. Ну, по крайней мере, так утверждают пропагандисты. Но нет же! Террористов удалось поймать лишь в Брянской области, в 400 с лишним километрах от Крокуса, когда они на своем белом Рено ехали и уже почти успели доехать до границы с Украиной и вот-вот старались ее пересечь, но вот именно здесь удалось их всех поймать. Совпадение, не думаю. А ведь США еще 2 недели назад предупреждали весь мир о том, что в Москве что-то такое готовится. А ведь международный расследователь Христо Грозев прямо сказал, что по его данным ФСБ зачем-то сама обучала афганских боевиков и к чему-то их готовила. Мы в The Insider и Шпигель уже год наблюдаем, как российская ГРУ зачем-то обучает афганских молодых людей, которых привезли из Афганистана в Россию. Это поистине страшная история. Очень подозрительно отдает и нордостам, и взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске со спящими жителями этих домов, и сорвавшейся попыткой подорвать еще и спящих рязанцев. Другими терактами, совершенными террористом номер 1 в России и в мире. Ведь организатор и режиссер этого кровавого цирка один и тот же. И мотивы у него не меняются. Массовые убийства во имя объединения для совершения еще более массовых убийств. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие. Наш общий долг сейчас наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны, быть вместе в одном строю. Во время своего нынешнего обращения Владимир Путин повторил чушь ФСБшников о том, что террористы якобы пытались прорваться через российско-украинскую границу, битком набитую силовиками что с одной, что с другой стороны. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Ну и, конечно, еще задолго до того, как свои предварительные данные опубликовала ФСБ, путинские пропагандисты уже непрозрачно намекали, кто же натравил террористов на посетителей Крокуса. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей – мировой опыт. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Страшный теракт. После прошлого страшного теракта Норд-Ост мы победили в Чечне. Мы готовы победить опять. Давайте дадим мирному населению Украины 48 часов, чтобы покинуть города и, наконец, закончим эту войну победоносным разгромом противника с использованием всех сил и средств. И даже распространяли дипфейк, на котором якобы Украина почти прямо берет на себя ответственность за этот ужасный теракт. Чи весело сьогодні в Москві? На мою думку, дуже весело. Хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо влаштовувати їм частіше. И Путин уже почти готов сделать это. Объявить в России новую мобилизацию, более масштабную, чем когда-либо. Не случайно в день теракта в Москве начали рассылать электронные повестки. Но в том-то и дело, что в этой истории все у Путина немножко почти. На данный момент Путин не уверен, что россияне поверят в тот бред, который он снова пытается им впарить.
Пока есть возможность спустить все на тормоза. Пока еще есть шанс сбиться с украинского следа и твердо встать на игиловский след. Все зависит только от того, в каком настроении после теракта пребывают россияне. В этой связи я хотел бы обратиться ко всем россиянам. Страха перед вами нет никакого. Наоборот, теперь появляется еще больше ярости из-за этой новой, вопиющей несправедливости, из-за преступления, которое мы, украинцы, не совершали, но которое вы думаете на нас повесить. И из-за якобы совершения которого вы хотите еще активнее начать убивать украинцев. Так вот, не вздумайте брать в руки оружие. На украинской земле вас будут уничтожать так, как не уничтожал никто и нигде, даже во время этой войны. Еще яростнее, чем раньше, вы будете уничтожаться в Украине. А союзники Украины как раз сейчас получат новый импульс для более решительной поддержки и поставок нам любого оружия и очень быстро. Более того, если вы, не дай бог, массово возьмете в руки оружие и будете находиться на российской территории с целью подготовки к убийствам украинцев или охраны каких-либо военных объектов, помните, что вы являетесь легитимной целью, и так будет до конца войны, до победы Украины. Прячьтесь от мобилизации, а еще лучше боритесь с террористическим режимом Владимира Путина, который, как видите, вас убивает. Еще раз, Путин вас убивает и убивает ваших родных и близких. Свяжитесь с русским добровольческим корпусом или Главным управлением разведки Минобороны Украины. Боритесь с режимом, пока он не достал лично вас. Помните, что у вас есть эксклюзивное право работать по военным целям. Я подчеркиваю, военным целям на территории России. Я подчеркиваю это, потому что никто никогда не призывал, не призывает и не будет призывать вас работать по мирным жителям. Никто, кроме путинских террористов. В этой войне так никто, кроме них, не поступает. Помогите их победить. Вы же сами видите, отступать вам больше некуда. В России становится опаснее, чем где-либо. И с этим режимом пришло время покончить. Чтобы это видео увидело как можно больше людей, в том числе и по всей России, ставьте лайки под роликом, пишите комментарии и отправляйте это видео своим знакомым в личных сообщениях, а если можете, то и публикуйте его у себя в соцсетях. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас, если пока не успели этого сделать. До встречи в следующих выпусках разбора помета. Слава Украине!